Привет, друзья! Сегодня будем практиковаться рисовать птиц. Hello friends, and today we're going to practice drawing birds. Это на вид очень простая тема, но многие пишут, что они не могут нарисовать птиц, не могут их правильно расположить в листе. It looks pretty easy, but I've received lots of people telling me that it's not as easy as it looks and people are struggling to place them and draw them. Когда я рисую работу, иногда нечаянно, спонтанно у меня на небе образуются капли. И как раз эти капли – будущие птицы. Очень удобно. Мозг еще не успел их расставить в шахматном порядке. Это место как раз у нас будет для птиц. Наши брызги. Это первое. So one of the reasons that I have birds in my paintings is because I accidentally spilled some paints, some pigments, so I have dots ready to place the birds for them. Because that's the easy way, because brain isn't putting the birds themselves very symmetrically placed to each other. Второе, где я располагаю птиц, если у меня, допустим, небо не забрызгано, там, где у меня пустое место, чтобы уравновесить композицию. Например, если слева у меня много объемных кучевых, например, облаков, и еще мачты от яхт, то, естественно, птицы я буду рисовать с другой стороны, справа, чтобы уравновесить композицию. Another way of placing birds is to make everything look complete, to finish the composition, because if on my left side of the painting will be lots of pretty volumed clouds, lots of sails of the yachts, and other details, and the right side is pretty empty, I'm gonna place the birds over there. Итак, какие кисти лучше всего подойдут для птиц? Лучше всего, на мой взгляд, с этим справятся китайские каллиграфические, небольшие, такие тоненькие, натуральные кисти. The best versions of the brushes to use to draw birds are, in my opinion, Chinese calligraphic ones. These little and sharp-edged, and also natural. Да, кстати, такая кисть у меня должна быть на сайте, вы можете приобрести. Привет, друзья, небольшое отступление. Hello friends, before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue. Можете приобрести. Итак, как мы рисуем? Я набираю довольно-таки густой пигмент, если мне нужно, чтобы птичка была темная. Густой пигмент, мало воды. Начинаю с одного крыла, веду. Тут я замедляюсь, делаю паузу. Как раз у нас тут широкая часть с птичкой. Можно вот так немножечко поводить, чтобы нарисовалось туловище. И дальше я отпускаю. Ну, то есть, конечно, это надо делать побыстрее. То есть рисуем быстро. Раз, два. Раз, два. Другой кисточкой. Если хотите, чтобы птички были на дальнем плане, то есть они будут посветлее, чуть побольше воды. И такой же принцип. И все птички должны быть разного размера. На дальнем плане они должны быть меньше и прозрачнее, на переднем крупнее и темнее. So the way we're drawing the birds is, first I'm starting the brush stroke, holding it for a second to create the body of the bird, and then sliding into the second wing. The thing is, you have to draw this fast, and pretty quickly creates the more realistic way of the drawing bird. The thing is, when you're drawing birds on the front ground, they need to be more bigger and more pigmented. But when you're drawing the birds at the background, they need to stay smaller and more clear-toned. Также не забываем, что крылья могут быть опущены вниз.
В этом случае мы рисуем, ну, как-то примерно так. Ой. Ну, вот много воды взяла, и получилось такое очень толстое крыло. Оп. Ну, как-то так, да? Если у вас нет таких кистей, вы можете использовать натуральную круглую кисть. Главное, чтобы был острый кончик. Давайте попробуем обычной кистью, как это будет выглядеть. Don't forget that birds can also be in a position of wings pointing down. So, but it is still the same technique of drawing them, just different direction of the wings. And also, if you don't have the Chinese calligraphic brushes to use, you can use any round natural brush. The main point of them is to have sharp edge. Ну, а тут получается не такие изгибистые крылья, они более упрощенные. The difference is between them that when you're using the round natural brush, their wings don't look more flexible than when you're using the Chinese calligraphic brushes. Да, они очень гибкие. И если у вас нет такой кисточки, попробуйте обычный лайнер, он же шлепер. Длинная кисть. В данном случае у меня синтетическая. But if you don't have any of the previous versions of the brushes to use to draw the birds, you can use the liner. Just a simple, very thin and long brush. Потренируйтесь на отдельном листочке и почувствуйте, как ведет себя кисть, какую кисть лучше из ваших имеющихся подобрать для птиц. Just use a different sheet of paper to practice and try every brush that you have. And try the best brush for yourself to draw the birds. Ну а мы давайте нарисуем этюд с птицами. And let's draw the painting with the birds. Все, и теперь можно точно уже закончить. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вы лучше стали рисовать птиц после этого урока. Пока-пока. So I think this is the time for to finish. So I hope this lesson will help you to draw birds better and hope to see you soon. Bye bye.